Шотландское высокогорье — край, где небо кажется ближе к земле, а туманы плетут свои кружева между поросшими мхом скалами. Здесь, среди бескрайних изумрудных лугов, жизнь течет по вековому укладу. Весна сменяется летом, дожди — редким ласковым солнцем, а утро всегда начинается с переклички пастушьих собак и низкого утробного мычания коров. На окраине небольшой деревни раскинулась ферма Стива. Стив не был корпоративным магнатом. Он был потомственным фермером, человеком с мозолистыми руками и добрыми, изборожденными морщинками глазами. Его стадо было небольшим, всего 30 голов, и каждую из своих подопечных он знал по имени. Но была среди них одна, особенная — Лила. Лила была красавицей, статная, с густой шерстью цвета жженого сахара и огромными влажными глазами, в которых, казалось, отражалась вся вековая печаль ее рода. Она была дисциплинированной и спокойной, но в последние годы Стив замечал в ней какую-то отстраненность. И он знал, в чем причина. На молочных фермах правила суровы. Когда корова приносит теленка, его забирают почти сразу, чтобы направить молоко на продажу. Это бизнес, это традиция, это жизнь, к которой Стив привык с детства. Но Лила, видимо, не могла с этим смириться. Трижды она становилась матерью, и трижды ее сердце разрывалось, когда она слышала удаляющийся плач своего ребенка из кузова грузовика. Все началось в прохладный вторник сентября. Когда пришло время вечерней дойки, Стив привычно подошел к Лиле, ожидая, что она, как обычно, даст добрых 10 литров густого молока. Но к его величайшему изумлению вымя коровы было почти пустым. «Что такое, девочка?» — пробормотал Стив, поглаживая ее по теплому боку. «Ты приболела». На следующее утро ситуация повторилась. И через день тоже. Лила выглядела здоровой. Она с аппетитом жевала сочную траву, ее глаза блестели, а шерсть лоснилась. Но молока не было. В голове фермера зароились нехорошие мысли. А вдруг инфекция? Или, чего доброго, кто-то из соседей пробирается на пастбище по ночам и доит его лучшую корову? Стив вызвал ветеринара, старого доктора МакГрегора. Тот долго осматривал Лилу, слушал ее сердце, измерял температуру и, наконец, развел руками. «Она здорова, как бык, Стив. Даже лучше. У нее нет мастита, нет воспалений. Но молока действительно нет. Она его куда-то девает. Или оно просто перестало вырабатываться на нервной почве». Стив не поверил в нервную почву. Он чувствовал, что за этим кроется какая-то тайна. В ту ночь он почти не спал, а на рассвете решил, он проследит за Лилой. Утро выдалось туманным. Коровы, медленно покачивая боками, побрели на свой привычный луг, граничащий со старым густым лесом, который местные называли «ведьминой рощей». Пастух занял свое место на пригорке, а Стив, вооружившись биноклем, спрятался за старым каменным забором. Сначала все шло как обычно. Стадо лениво щипало траву, Лила держалась чуть в стороне. Она постоянно оглядывалась, словно проверяя, не следит ли кто за ней. Ее уши нервно подергивались. Убедившись, что пастух увлечен своим завтраком, а остальные коровы заняты едой, Лила начала медленно, шаг за шагом, пятиться к кромке леса. Стив затаил дыхание. Коровы не любят лес. Там темно, там ветки царапают бока, там нет сочной травы. Но Лила уверенно нырнула
под сень старых дубов. Фермер, стараясь не шуметь, последовал за ней. Он шел по ее следам на примятом папоротнике. Лила уходила все глубже, туда, куда не заглядывали даже самые любопытные туристы. Наконец, она остановилась в небольшом овраге, скрытом от глаз густым кустарником ежевики и поваленной сосной. Стив притаился за стволом дерева. Его сердце колотилось так, будто он сам совершал преступление. Лила издала нежное, едва слышное мычание. Не тот громкий зов, что разносится над долиной, а тихий, вибрирующий звук, полный ласки. И тут из высокой травы поднялось нечто маленькое и рыжее. Теленок. Стив замер, пораженный. Это был крошечный бычок, родившийся, судя по всему, неделю назад. Лила облизывала его мордочку с такой неистовой нежностью, что у фермера перехватило дыхание. Малыш, пошатываясь на тонких ножках, припал к вымени матери. Вот куда уходило молоко. Вот ради чего Лила совершила этот немыслимый для домашнего животного подвиг. Она обманула всех. Она почувствовала приближение родов и, ведомая древним инстинктом и памятью о прошлых потерях, ушла рожать в лес. Она не принесла ребенка домой, потому что знала, дом — это место, где детей забирают. Для нее безопасным домом стала дикая чаща. Всю неделю она вела двойную жизнь. Утром выходила к стаду, чтобы не вызывать подозрений, притворялась обычной коровой, а каждую свободную минуту бежала в лес, чтобы накормить и согреть свое сокровище. Она жертвовала сном, едой и безопасностью, лишь бы сохранить этот крошечный огонек жизни рядом с собой. Стив стоял в тени деревьев, и в его душе боролись два человека. Один — расчетливый фермер, который понимал, что теленок — это имущество, а нарушение правил стада ведет к хаосу. Другой — человек, способный сопереживать. Он вспомнил, как Лила звала своих прошлых телят, как она стояла у ворот днями напролет, отказываясь от воды. Он думал, что это просто инстинкт, который быстро угасает. Но сейчас, глядя, как корова прикрывает своим телом малыша от холодного ветра, он понял — это не просто инстинкт, это любовь, такая же чистая и жертвенная, как у людей. Возможно, даже чище. Лила вдруг замерла. Она повернула голову и посмотрела прямо туда, где стоял Стив. Их глаза встретились. Взгляд коровы не был испуганным. В нем была мольба и одновременно железная решимость. Она словно говорила: «Делай, что хочешь, но я его не отдам». Стив медленно вышел из-за дерева. Теленок испуганно прижался к материнскому боку. «Ну что же ты, Лила?» — тихо сказал фермер. «Что же ты наделала?» Он подошел ближе. Лила не шелохнулась. Она была готова защищать своего ребенка до последнего. Стив протянул руку и осторожно коснулся лба теленка. Малыш пах лесом, молоком и весной. В тот вечер жители деревни наблюдали необычную картину. Стив возвращался с пастбища позже обычного. Он не гнал стадо, как всегда. Он шел медленно, а рядом с ним, без всяких веревок и недоустков, шла Лила. А у ее ног, смешно подпрыгивая, бежал маленький рыжий теленок. Работники фермы были в шоке. «Стив, ты что, серьезно?» — спросил один из них. «Мы же должны поместить его в отдельный бокс. У нас нет места в общем стойле для молодняка». Стив посмотрел на работника, затем на Лилу, которая не сводила глаз с сына. «Расширьте стойло номер 4»,
— твердо сказал он. «Постелите свежей соломы и поставьте дополнительную кормушку. Но правила? К черту правила!» — отрезал фермер. «Эта мать заслужила право воспитывать своего ребенка сама. Она прошла через то, что многим из нас не под силу. Если мы лишим ее этого сейчас, мы потеряем не просто корову, мы потеряем душу». С того дня Лила и ее теленок, которого назвали Скотти в честь их родных земель, стали неразлучны. Лила больше не была отстраненной. Она стала самой продуктивной и спокойной коровой в стаде, словно в благодарность за то, что ее услышали. История Лилы быстро разлетелась по округе. Люди приезжали на ферму Стива не только за молоком, но и для того, чтобы просто посмотреть на эту пару. Эта история изменила и самого Стива. Он начал внедрять новые методы на своей ферме, стараясь как можно дольше не разлучать коров с их потомством. Оказалось, что счастливые животные приносят больше пользы, чем те, чье сердце разбито. Эта история — напоминание нам всем. В суете будней, в погоне за прибылью и эффективностью мы часто забываем, что мир вокруг нас живой, что каждое существо, будь то огромная корова или маленькая птица, наделено чувствами, страхами и великой силой любви. Лила не умела говорить на человеческом языке, но ее поступок прозвучал громче любых слов. Она доказала, что ради своего ребенка мать способна обмануть систему, преодолеть страх и совершить невозможное. Понравилась ли вам история Лилы? Верите ли вы, что животные способны на такие глубокие чувства? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые, удивительные истории о верности, мужестве и любви в мире природы.